Однажды песик по кличке Твикс неожиданно потерялся. После тщетных попыток найти его, хозяйка была убита горем. Пока 2 года спустя не раздался звонок из приюта. 2 года назад у жительницы США по имени Линды Харман потерялась любимая собака. Твикс-песик всегда был активным, любил рыть тоннели в земле, отчего однажды заработал шрам на макушке, а хозяева не чаяли души в своем питомце. В тот день он будто исчез, пес играл во дворе и неожиданно пропал. После тщетных попыток найти любимца, семья Линды была убита горем. Она опубликовала его фото в соцсетях и расклеила объявление, и однажды ей написала одна женщина. Она сообщила, что Твикс умер. Женщина сфотографировала собаку, которую сбила машина недалеко от ее дома. По шраму на макушке Линда узнала своего мальчика. Убитая горем, она позвонила ветеринару пса, чтобы сообщить, что пса больше нет, но все еще не могла смириться с тем, что он действительно умер. Я не сдавалась. Я сказала, что не заведу другую собаку. За 2 года я так и не завела, рассказывает женщина. И вот, 2 года спустя, ничего не подозревающей Линде позвонили из одного приюта. Линде сообщили, что нашли собаку с микрочипом, на котором были указаны контакты женщины. Но единственной ее собакой был Твикс. Узнав, что это коричневый пес со шрамом на макушке, Линда бросила трубку и разрыдалась. Я заплакала навзрыд. В тот момент я была в церкви, и люди подошли ко мне, чтобы спросить, что случилось. Но я улыбалась сквозь слезы, говорит Линда. Линда волновалась, что после 2 лет разлуки пес ее не вспомнит, поэтому они с сотрудниками приюта решили, Линда будет стоять за стенкой и звать Твикса, и они посмотрят на его реакцию. Так они и сделали. Стоило женщине начать звать пса, как он стал активно оглядываться, как будто узнав голос хозяйки. Когда его выпустили из ворот, он тут же бросился к ней, виляя хвостом. Сомнений не было, он узнал Линду. Я обняла Твикса, а он смотрел мне прямо в глаза и как будто спрашивал: «Это правда ты?» – рассказывает Линда. Слезы на глазах были у всех, включая сотрудников приюта. Сейчас Твикс дома со своими хозяевами, в тепле, безопасности и любви. Эта история еще раз доказывает, чудеса случаются, если верить в них всей душой.